Synth Robotics Dynamic AI Map. Как несложно догадаться, в названии уже указана суть данной карты. Динамичная карта с искусственным интеллектом. При первом прохождении карты можно подумать, что это просто паркур-карта, однако после прохождения робот поприветствует нас так, будто помнит, что мы уже проходили его карту. Welcome back to my course. В этом видео я расскажу про секреты, которые спрятаны на этой карте, а также про некоторые концовки. Интересно то, что карту можно пройти кучей разных способов. И самый первый из них находится в самом начале игры, как бы косплея альтернативной концовки Far Cry. Мы можем просто выйти с карты, используя дверь позади нас. Okay. I hope you come back to try it another time. Также интересный момент присутствует при частых фейлах во время финальной паркур-полосы, а именно отключение робота, проводящего тесты. Stop jumping off. I will be disabled if you can't complete it again in 10 attempts. Goodbye. После этого, во время завершения, мы увидим часы. Что это и зачем это нужно, поговорим чуть позже. На карте присутствует экспериментальный курс, и спрятан он за этой дверью. Пройдя его, бот предложит нам оценить карту. За хорошую оценку нам дадут тортик, а за плохую мы просто расстроим бота. I am very sorry you did not like it. It was only experimental. Please try my original course. Вообще я бы не стал злить этого бота, ведь он может избрать альтернативный путь. Если мы зайдем в кладовку, то тут будет некий ключ, но мы тут не за этим. Если долго оставаться, то бот будет пытаться уговорить нас выйти отсюда. Why are you still in the closet? My parkour course is just in the other room. Потом он расстроится, что мы не хотим проходить его паркур-курс. I am sorry that my parkour course is disinteresting to you. Can you please come out and try it at least? Однако позже он просто попрощается с нами. Goodbye then. I am sorry. И если мы попытаемся выйти, то нас встретит некое поле с жуткими звуками. После чего карта перезапустится. Идя по коридору, можно заметить вот эту дверь. Тут, на первый взгляд, мы видим непроходимый паркур А. Он реально непроходимый? Через сторонние моды, попадая сюда, мы найдем тут комнату разработчика. Тут очень много различной информации о разработке карты. Например, автор говорит, что некоторые скрипты он писал с помощью ChatGPT. Как я говорил в ролике про нейросети, они помогут творцам убрать рутину и помогать нам. Рекомендую самим ознакомиться с данной комнатой, она очень интересная. При прохождении с отключением бота, просто проходя начальный курс, мы сможем заметить темный силуэт. Также, если мы зайдем на карту в мультиплеере, пропишем svcheats1 и нанесем себе урон через консоль, бот скажет, что раз мы зашли в мультиплеер, то он пригласит своего друга на сервер. Do not play in multiplayer again, or else I will have to enlist the help of my friend. И при перезапуске все как-то затихнет. Вдали коридора мы заметим странную фигуру. Если мы подойдем поближе, нас просто убьет скримером. А теперь самое интересное. Все, что мы видели до этого, лишь малая часть всего, что тут скрывается. Каждая из прошлых концовок или пасхалок дает нам какую-то часть для решения финальной головоломки. Например, вот эта дверь. Чтобы ее открыть, нужен ключ и код от замка. Ключ, если мы помним, лежит в кладовке. Тут также указано, как нам найти кодовый замок. Первая часть — это экспериментальный курс. В конце мы видим цифру 7. Далее, в конце финальной паркур-полосы мы видим цифру 4. И при провале этой самой полосы время как бы откатывается. Но это самое время и есть эти две цифры, которые нам нужны. Вставляем ключ, вводим пароль и оказываемся в лаборатории. Над нами проводили эксперименты. Дойдя до единственной открытой двери, мы находим сервер с роботом.
Он удивляется нам и говорит, что у нас могут быть проблемы, а также, что его хотят заменить на более новую версию. Поэтому он просит нас взять жесткий диск и записать его туда, а затем сбежать. Выполняем его просьбу и начинаем загрузку. К нам начинает ломиться кто-то из персонала. Берем диск и убегаем. За нами начинается настоящая погоня. Но добежав до выхода, мы выбираемся из комплекса со своим роботическим другом. И карта заканчивается, показывая титры. Карта очень интересная, автор явно сильно запарился, и это заметно. Хочу попросить вас поставить лайк карте и добавить ее в избранное, а также написать что-нибудь приятное. А если вам понравилось это видео, то советую посмотреть обзор на эту же карту от наших товарищей из Awesome Team. Ну или же гляньте, что вам подобрала нейросеть. До субботы.